Как вы видите, мы сидим в самолете, а это значит, что мы с вами куда-то снова летим. А летим мы не совсем в Дубай, но через Дубай в Вьетнам. У нас сегодня 27 марта, и по традиции, как было положено в прошлом году, в это время у нас самое время путешествий, потому что есть запланированные 2 недели отпуска куда-то поехать. В прошлом году мы с вами уже были во Вьетнаме, нам во Вьетнаме очень понравилось, поэтому мы решили, что снова стоит туда полететь. Но если в прошлом году мы с вами летали катарскими авиалиниями с пересадкой в Дохе, то в этом году наш выбор пал на Emirates с пересадкой в Дубае. И это видео будет посвящено нашему перелету и также пересадке в Дубае. У нас там будет 4 часа стыковочного между двумя рейсами. Возможно, это будет 2 отдельных видео, пока не понимаем по времени, как это получится. Здесь не угадаешь, но в это видео точно войдет наш перелет Москва-Дубай. Рейс у нас вылетает в 16:30 по Москве из аэропорта Домодедово. Сам аэропорт Домодедово, duty-free, цены, как там. Аэропорт Домодедово есть новый терминал международных перелетов. Смотрите в предыдущем выпуске. Ну а сейчас полетели вместе с вами отдыхать. Emirates, перелет Москва-Дубай. Поехали! Спускаемся вниз, а у тех, у кого первый класс, они идут прямо. Но это не мы, когда-нибудь в другой раз. Нет, нам предлагал Emirates сделать апгрейд на плече в Дубае Хошимин, 120 тысяч рублей на двоих. Наш борт вот такой вот стоит, а бизнес-класс вон там на 2-м этаже. Класс. Заходим в самолет. Вот он. Значит, в самолете на каждом посадочном месте есть наушники, чтобы слушать мультимедиа. Есть плед для вашего удобства, для вашего тепла. И есть, разумеется, подушка. Подушки, кстати, очень удобные, очень комфортные. Вот. Также есть мультимедийная система, но сейчас она показывает у нас, получается, наверное, камеру. Да, первую, вторую камеру можно вернуться, наверное, разумеется, можно, и включить что-то, фильмы посмотреть, какие-то мультики, поиграться в игрушки и тому подобное. Также есть зарядочное зарядка, что тоже очень удобно, USB для ваших гаджетов. Есть розетка, в общем-то, если у вас не USB разъем, столик, ну и пульт управления, который вот так вот, ну, просто не одна рука, поэтому вот он вылетает так. С этой стороны можно как гаджет поиграться, если вы играете в игры. С этой стороны стандартный пульт управления от мультимедийной системы. Убираем его обратно. Ну да, для стаканчиков все это есть. Уберите его обратно, у меня одна рука. Да, все, ты молодец. Вот, информация получается. Можно Wi-Fi подключиться. Если у вас есть личный кабинет в Emirates, то вы можете к Wi-Fi подключиться даже бесплатно. По-моему, так дается полчаса, как-то так. Ну и, конечно, сама мультимедийная система. Кино, ТВ, музыка. Допустим, посмотрим, какие есть фильмы. Фильмов, на самом деле, я так поняла, очень много. Я знаю, что здесь можно выбрать, в том числе отдельно по позиции фильма, которые будут на русском языке. Возможно, надо, конечно, смотреть, изучать, куда здесь нужно тыкнуть, можно сделать фильтрацию. В общем-то, очень удобно, комфортно. Расстояние между сиденьями тоже очень комфортное, никуда ничего не упирается. Сидим мы практически на крыле. Мы заранее себе выбирали места при покупке билета. В общем-то, не совсем на крыле, в общем, тоже неплохо сидим. Выбор места у нас на все плечи стоил 7 тысяч рублей на человека, то есть примерно 4 плеча. Это получается 7, где-то 1800, наверное, вот одно плечо. Как-то так.
Мы сейчас еле разговаривали, с нами рядом сидит попутчик на период перелета между Москвой и Дубаем. Он очень часто летает в Emirates, и мы увидели, что у него было с собой в пакете duty free алкоголь. Вот. И он передал его бортпроводнику с просьбой, когда будут разносить сервис, чтобы ему эту бутылочку подали вместе с бокалами. Мы так немножко удивились, нам было очень интересно, как же это так. Вот, начали спрашивать. Небольшой стоп. В общем, начали спрашивать. Он не говорит на русском языке, он с Англии. Вот, и я на английском языке пыталась уточнить. Значит, вот мы сейчас увидели, вы передали бутылку. Как так? Он говорит, оказывается, на рейсах Emirates такое разрешено. Если вы покупаете что-то duty free, вы можете отдать, то есть пить самостоятельно из-под тишка, это не разрешено. Но разрешено отдать бортпроводнику с просьбой вам это сервировать в то время, когда будут разносить еду и напитки. А это разрешено. Поэтому, если вы хотите во время перелета чего-то выпить, свое, вы это можете спокойно купить duty free. Только главное, чтобы каждая бутылка была в отдельном пакете. И в отдельном пакете из duty free передать бортпроводнику Emirates с просьбой вам это подать, когда будете сервировать мне еду. Я думаю, мы попробуем этим воспользоваться на следующем ключе. Все, мы поехали. Начали движение. Пока не забыли, потому что очень часто бывает, вот, у вас был перелет, вы показываете самолет, а не говорите, что за борт. У нас Airbus A380, двухэтажный, да, новенький, хорошенький, прям чистенький, очень комфортный и по ногам, и по размещению. Прям... Даже Сашины ноги длиннющие, не упираются. Ну да, мне очень комфортно сидеть в этом плане. Вообще просто. Не знаю, какой у нас будет борт, по крайней мере, я не помню, какой у нас будет борт на втором плече из Дубая в Хошимин. Но вот на первом плече прям комфортненько. Сейчас еще немножко взлетим, можно будет опрокинуть немножко назад сиденье, и вообще будет комфортно. Даже то ли я как-то сегодня неудобно спала, у меня почему-то сегодня немножко болит спина. Вот, и вот поэтому как-то хочется немножко изогнуться. Вот чего. Ситуация. Писец, короче. Да. Абзац. Короче, мы отъехали, я вам показала, мы подвинулись, отъехали, нас отбуксировали от терминала, стояли, здесь начался анонс, что вот безопасность в полете, там, как обычно, показ фильма. Должны были уже тронуться. Вот. И тут в какой-то момент мы стоим, и говорят, что у нас техническая заминка, нам нужно заполнить какие-то документы, поэтому нас сейчас обратно отбуксируют к терминалу, это займет 10-15 минут, и потом мы снова будем готовы к полету. Стояли, нас отбуксировали, сейчас мы уже стоим снова у терминала, что-то там происходит, люди ходят. Прошло какое-то время, опять говорят, нам нужно еще 10 минут дозаполнить документы. Какие документы дозаполнить? Бортпроводники едят, как не в себя. Нам еду не дают. Да какая еда? Я тоже начинаю паниковать о стыковочном рейсе. Ну да, у нас стыковочный У нас, по идее, около 4 часов стыковка, но я так понимаю, заминка у нас уже на час идет. Ну, в общем, короче, duty free. Мы вам вряд ли покажем. Надеюсь, хотя бы на рейс успеть. Да. Но что-то называется, что-то я очкую. Мы давно про это не говорили, но что-то и я уже очкую. Время 17:39, должны были мы вылетать в 16:35, час уже задержка, но вроде как сейчас начали снова подготовку. Двери закрывать. Они двери закрывают 30 минут. Подготовку к взлету. Вроде как объявили, сказали, что мы почти готовы. И, честно, немножко переживаем, честно скажем. Немножко, я очкую уже. Я уже я просто не знаю, что мне творится внутри. Вот, да, я уже на такой измене. Я просила нет ни коньяку, ни коньяку или лимончик не дают. Но мы переживаем не за того, что пересадка в Дубае, да, и дальше, да, что всегда единый перелет. Вот, и Emirates всегда в этом плане очень лояльны. Они, если вдруг там по их причине, да, ты опаздываешь на пересадку, они тебя сажают на ближайший рейс и размещают в отеле, и все в этом духе. Мы переживаем за уже, когда по Вьетнаму, потому что у нас там отель забронирован,
забронирован дальше перелет. Вот. И вот, ну, вот по этой причине, потому что ты не понимаешь, поскольку что-то может лететь во Вьетнам, ну, чисто из-за этого. Ну, скажем одно. Мы уже такие не одни. Мы нашли здесь банду, которые так же, как мы, летят во Вьетнам и тем же самым рейсом, с той же самой стыковкой. Вот, поэтому нас уже много, нам уже не так страшно. Вот, но очко, конечно, так подыгрывает. Кто-то скажет сейчас, наши хейтеры, какое грубое слово. Знаете что, у вас там может играть все что угодно. Пусть скажет спасибо, что я не матюгаюсь. Это да. В моем возрасте уже это можно. В общем-то, вот такие вот дела. Надеюсь, сейчас двинемся. Так, вроде бы тронулись. Время 17:44. Надеемся, что больше мы обратно к терминалу уже не подъедем до Домодедово, а все-таки взлетим. Буксировщик от нас отъехал. Угу. Так, где дождик идет вовсю. Так, вроде бы едем. Вроде бы двинулись. Это уже очень радует. Да, ведет. Я смотрю по камерам. Так не стало как-то спокойнее. Я вижу, что мы ползем к взлетно-посадочной полосе. Вон там камера большая, и там видно, что мы едем за красной машинкой. Я же тоже могу какую камеру включить, но, в общем, стало как-то чуть-чуть поспокойнее. Чуть-чуть поспокойнее. Полтора часа, да, мы полетели. И вот мы вновь отправляемся в путь и всех зовем присоединиться, увидеть мир, забыть про грусть и новыми мечтами скорее зарядиться. Рыжик с блондинкой снова вдвоем. Проще, чем кажется, наш путь вдохновляет. Не надо тревог, мы раз в жизни живем. Позитив и добро всегда исцеляет. Мы взлетели. Ну, получается, где-то 1:50, вот так вот, задержка, почти 2 часа. Теперь все зависит только от пилота, как быстро мы долетим до Дубая. Путешествие с нами — это легко. С нами мечта в сердце зажжется. Нам принесли меню. У нас ужин. На ужин салат из фасоли с вялеными томатами в качестве закуски. Основное блюдо будет на выбор либо курица-гриль, либо жаркое из говядины. А также будет десерт, профитроль с ванилью и карамелью, шоколад. Ну и, конечно же, алкогольные и безалкогольные напитки и пиво. Вот. На английском языке это напитков здесь не указано какие, просто написано, что любые алкогольные и безалкогольные напитки. А это то же самое. А да, на английском языке, на русском и на арабском. Нам принесли джин, тоник, мне ром и к нему колу. И сейчас нам будет счастье. А еще нам наш сосед по сиденьям подарил такого милого слоника на счастье, потому что мы очень сильно переживали. Вот. И вот нам вот такого вот милого слоника подарили. Класс! Нам принесли еду. Я себе взяла говядину. Она идет с гречневой кашей. Вот такая вот. Значит, здесь у нас салат. Это профитроли. Булочка, вода. Орешки. Вот такие вот. Также кусочек сыра. Здесь у нас типа крекета. И сливочное масло. Маме мы взяли курицу. А все остальное набор все тот же самый. Ну и, конечно же, напитки. Летим мы такие, летим, и думаем, забыли мы сказать, как нам была еда. В общем-то, в целом было неплохо, было вкусно, порции большие. Да, прям такие
такие куски мяса большие. Не-не-не, очень неплохо, очень сытно. Что самое интересное, если у вас есть билет, и в билете есть код брони, ну, вообще вы знаете, значит, не так я сказала. Если вы знаете номер рейса, которым вы летите, вы можете зайти на сайт Emirates и заранее посмотреть, выбрав дату и время и номер рейса, и посмотреть, какое будет меню именно на вашем рейсе. И чаще всего оно именно совпадает именно с тем меню, которые реально подадут. Мы, например, посмотрели меню свое уже во вторник, за 2 дня до вылета, и поняли, что выбирать какое-то спецменю не обязательно, потому что то меню, которое будет выдаваться на борту, нам оно уже нравится. И, в общем-то, мы не ошиблись, было очень-очень вкусно. Приятно, что в целом напитки приносят и дают сколько хочешь, не отказывают. Хотите еще, ну окей. Единственное, все вскрывают. Да, это надо тоже иметь в виду, что вам не дадут напиток полностью закрытым, он будет вскрытый. Но при этом пейте сколько хотите, хоть упейтесь, да. Мне очень нравятся сиденья, они хорошо откидываются. Если у нас будет на следующем плече точно такие же удобные сиденья, где можно будет откинуться практически горизонтально и поспать, значит мы точно сможем поспать. В целом полет проходит, не считая то, что мы вылетели чуть позже, очень-очень комфортно. Я бы это сказала. А печали, заботы уйдут далеко, и мир, как книга, развернется. Мама и дочь, 2 верных подруги, снова в дороге, снова в мечтах, с ветром в ладонях, счастьем в глазах, открывают мир для себя и для вас. Путешествия с нами — это легко, с нами мечта в сердце зажжется, а печали, заботы уйдут далеко, и мир как книга развернется. Мы долетели! У нас еще есть целых 3 часа пересадки! Нам не нужно никуда бежать. Подожди, бегу. Сейчас у нас получается 12, час разницы с Москвой. Вот. Вылет у нас в 3, так что, в общем-то, все успеваем. Нам нужно идти по красной стрелочке, там, где написано Connections. Так, в 3:00 Хошимин С12. Все, идем на Connections. То есть мы... Ну, в общем-то, здесь я смотрела видео, и теперь, как я вижу, довольно-таки легко ориентироваться. Нужно просто следовать, если у вас выход, то по голубому вот этому значку Arrivals. Если же у вас пересадка, то по красному Connections. Вот здесь вот добегаем до Connections. И дальше, в зависимости от того, какой у вас терминал. У нас терминал C, и вот здесь вот, там ABC, ой, там был ABD, а здесь C. Так, нам сказали, что C прямо и налево. Бежим на C. Вот, получается, CF Gates. Нам туда. Чуть дальше, чем я предполагал. Написано какой-то автобус, что ли? Интересно, интересно. Чтобы добраться до гейта C, у нас именно гейт C, нам нужно через какой-то автобус проехать. Так, нас куда-то повезли. Повезли нас в гейт C. Хотя и переживали очень сильно, но переживали, потому что мы не понимали, во сколько мы вылетим, потому что каждый раз через 10 минут говорили, что вылетим мы начнем движение через 10 минут. Ну и опять-таки, прилетев сюда и поняв, что нас куда-то везут, а вы это увидите, мы поняли, что не зря вы переживали, потому что если бы мы вылетели бы еще позже, и у нас, допустим, стыковка была бы час, то скорее всего, мы на следующий рейс не успели бы. 30 минут, да? Ну, в общем, вы это увидите уже в новом
выпуске, потому что момент перелета и обзора нашего вот такого вот небольшого экстремального начала путешествия из Москвы в Дубай мы решили вот на этом вот моменте завершить, как мы приземлились в Дубай. И в следующем видео будет duty free дубайский, и в том числе перелет из Дубая до Хашимина. Duty free будет, да, мы успеем. В общем, вы это увидите в новом выпуске. А на этом с вами прощаемся. Как обычно, желаем крепчайшего здоровья И хорошего настроения. Как вы знаете, хорошее настроение при любых обстоятельствах мы создаем себе Это сами. легко. С нами мечта в сердце зажжется, а печали и заботы уйдут далеко, и мир как книга развернется.